Будем с вами сейчас вязать маленький мотив, и я покажу, как его прикреплять. Делаем петлю. Надеваем петельку на крючок и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. Провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля, 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами, воздушная петля, еще один столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли. То есть мы вяжем с вами группу 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами. Между каждым столбиком у нас идет воздушная петля, а после вот этой группы из 3 столбиков 2 воздушные петли. И у нас таких групп должно быть в этом кольце 4. Сделайте еще 2 группы самостоятельно. Я провязала еще 2 группы, 2 воздушные петли. Теперь за короткую нитку мы затягиваем кольцо наше и в 4-ю петлю соединительный столбик. Теперь мне нужно вот в эту арочку перейти также соединительными петлями. Переходим в 1-ю арочку. И здесь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Еще раз сюда же провязываем 1-й незаконченный столбик и 2 петельки вместе. 3 воздушные петли. В эту же арочку провязываем 1-й незаконченный столбик, 2-й незаконченный столбик, все 3 петельки вместе. 3 воздушные петли. Вот сюда у нас 1, 2, 3. 1-ю арочку. Столбик без накида. 3 воздушные петли. В эту арочку. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Накид. И вот в большую арочку провязываем 1-й незаконченный столбик. 2-й незаконченный столбик. Все петельки вместе. 3 воздушные петли. И сюда же 1-й незаконченный столбик, 2-й незаконченный столбик. Все 3 петельки вместе. 3 воздушные петли. И опять же, вот у нас 3 столбика, между ними по 1 воздушной. В 1-ю арочку столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. И в которой у нас широкая арочка, провязываем группу 1-й незаконченный столбик, 2-й незаконченный столбик, все 3 петли вместе, 3 воздушные петли и сюда же 1, 2, все петли вместе. И так мы сейчас с вами провязываем до конца. У нас здесь, значит, получается так же, как мы делали и до этого. Вот следующие вот эти вот кончики. Здесь будет последняя большая арочка. Как мы провяжем, мы здесь с вами встретимся. Итак, я провязала 3 воздушные петли. И здесь вот сюда я прикрепляюсь. Верхушку вот этих вот совместных столбиков. Соединительную петлю и еще раз в арочку соединительная петелька. В следующем ряду мы будем прикрепляться с вами.
Итак, 3 воздушные петли, столбик незаконченный, 2 петли вместе, 1 воздушная петля. И у нас вот такое отверстие. Значит, сначала мы вот сюда в соединение изнаночной стороной к себе поворачиваем и с изнанки подтягиваете ниточку, соединительный столбик, воздушная петля, и далее продолжаем в эту арочку вязать первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, все 3 петли вместе, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Вот сюда столбик без накида, 1 воздушная петля. У нас вот 2 вершинки. В первую вершинку вот сюда в эту арочку соединительный столбик, воздушная петля, и вот сюда в эту маленькую арочку столбик без накида, 1 воздушная петля, вторая арочка, соединительный столбик, воздушная петля, и вот в эту вот арочку столбик без накида, 3 воздушные петли в арочку, провязываем первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, все 3 петли вместе, воздушная петля. Вот сюда в соединении между мотивами соединительный столбик, воздушная петля, и возвращаемся опять в эту арочку, довязываем первый столбик недовязанный, второй столбик недовязанный, 3 петли вместе, 3 воздушные петли. Вот в эту арочку столбик без накида, 1 воздушная петля, поворачиваем, и опять у нас здесь вот эти 2 арочки. Первую арочку соединительный столбик, воздушная петля, в маленькую арочку столбик без накида, воздушная петля, вторая арочка, соединительный столбик, воздушная петля, и вот в эту большую арочку столбик без накида, 3 воздушные петли, провязываем первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, 3 петли вместе, воздушная петля, поворачиваемся. Так, следующее соединение у нас здесь между мотивами, соединительный столбик, воздушная петля, продолжаем вязание. Так, 3 воздушные петли, воздушная петля, поворачиваемся, и у нас опять 2 арочки. Так, следующую, немножко не расслоилась, следующую арочку, воздушная петля. Так, 3 воздушные петли, и у нас последний как раз, да, уголочек. 1, 2, все петли вместе, воздушная петля. Так, хвостик убираем сразу на изнанку, и у нас следующее соединение. Так, так, 3 воздушные петли, воздушная петля, это не последняя,
Ниточки мешаются. Так. И 3 воздушные петли. Все, мы закончили наш мотив присоединять. И вот теперь, где мы начинали, вот в эту верхушечку соединительный столбик, еще одна петелька, все, отрезаем. Вот, и такой вот у нас получился мотив. Очень красиво все будет смотреться в итоге в готовом изделии. Значит, когда мы связали нужное количество наших мотивов, то есть что у меня здесь получается? У меня это 5 рядов больших мотивов. По передней части у меня 4 ряда, и по краям получается 5-й, который ряд, по спинке у меня 5 рядов. Вот они, 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. А по передней части мне нужно, чтобы у меня было углубление. Это 4 ряда и на плечи по одному мотиву большому. Когда я отвязала, вот про этот еще момент, 3 ряда полностью. Здесь же у нас должна быть пройма. И следующие 2 ряда я вязала по отдельности. 4 мотива у меня получается по одной детали, по переду и по спинке. По спинке это 2 ряда по 4 мотива в ряду, да? 2 в высоту ряда. А по переду 1 ряд из 4 мотивов и 2 крайних. Далее, значит, что у нас получается? Нам нужно, вот у нас получится по спинке, вот 1, 2 и по передней части 1 и вот 2. То есть это маленький мотив, который соединяется с 3 сторон. Вот первая сторона, вторая сторона и третья сторона. Вот сейчас я покажу, как маленький мотив прикрепить с 3 сторон. У вас будет таких 4 мотива. А далее будем вязать половинки, закрывать вот эти вот все дырочки. Вы провязываете 2 ряда маленького мотива, и на 3-м ряду мы начинаем с вами присоединение. Что 3-й ряд, в арочку я перешла, 3 воздушные петли и провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, и я к себе поворачиваю свой топ вот сюда. Вот я сейчас вот таким образом буду прикрепляться. Значит, смотрите, у меня 1, 2, 3 в 3-ю арочку большого мотива от соединения в 3-ю арочку. Соединяюсь, воздушная петля и продолжаю вязание. 1 столбик, 2 столбик, все петельки вместе, 3 воздушные петли, воздушная петля и далее так, вот в эту арочку соединяемся. Воздушная петля, вот в эту арочку соединяемся. Ну, в общем, как мы делали и со всех сторон, сейчас мы идем таким же путем. Присоединяемся таким же образом с 3 сторон. Так,
вот сюда. Вот. Итак, мы с вами прикрепились по этой стороне. Дальше вот вторая сторона. Третья сторона идет. Вот в 2 арочки я соединилась. И теперь я начинаю вязать вот эту вот, угловую, да, арочку. И в третью арочку большого мотива, который идет по передней части, я соединяюсь. И у меня пойдет свободная сторона, 4-я, которую мы не присоединяем. Довязываю угловую арочку, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. Так, где у нас? Вот сюда. Столбик без накида, 3 воздушные петли. И вот сюда, в вершину с этих совмещенных столбиков, соединительный столбик и еще одна петелька. Все у нас готово. Ниточку отрезаем. Вот так у нас с вами получится. Ниточки все уберем. Все будет еще обвязываться. То есть у нас с вами вот один по спинке, да, и по передней части. Вот и вот. Теперь нам нужны будут половинчатые мотивы, чтобы вот здесь вот закрыть дырочку между большими мотивами. Сейчас будем с вами вязать половинку. Делаем с вами кольцо, петлю на крючок и делаем 5 вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля, столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами. За короткую ниточку тянем и затягиваем. Здесь будем вязать обратно поворотными рядами. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и сюда же провязываем столбик с 1 накидом. 3 воздушные петли, и вот в эту первую арочку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, в следующую столбик без накида, 3 воздушные петли, и вот у нас большая арочка. Провязываем первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, 3 петли вместе, 3 воздушные петли и сюда же первый столбик, второй столбик, 3 петли вместе, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и провязываем в третью петлю верхнюю 1 незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, все петли вместе. Вот у нас получилось 2 ряда половинки маленького мотива. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. И сейчас будем соединяться вот сюда. Так. Значит, у меня
будет здесь соединение. Мне нужно так. Вот 1, 2, 3. И здесь тоже вот это соединение. То есть вот так вот мы сейчас будем присоединяться. Итак, отсчитываю от соединения двух мотивов 2/3 свободную арочку. Соединяемся. Воздушная петля, накид на крючок и сюда же провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Вот в эту арочку столбик без накида, 1 воздушная петля и идем в следующую арочку. Столбик соединительный, воздушная петля в арочку маленькую, столбик без накида, воздушная петля, идем в следующую арочку, соединяемся, воздушная петля и вот в эту вот арочку столбик без накида. 3 воздушные петли, идем в угловую арочку, вяжем первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, 3 петли вместе, воздушная петля. И вот здесь в соединении между мотивами соединяемся, воздушная петля и продолжаем вязание. Первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, 3 петли вместе, 3 воздушные петли, столбик без накида, воздушная петля. И теперь у этого мотива нам тоже нужны 3 арочки. В первую присоединяемся, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, в следующую арочку соединяемся, воздушная петля и вот в эту арочку столбик без накида, 3 воздушные петли и вот сюда в верхушку провязываем первый столбик, воздушная петля и вот в эту третью арочку соединяюсь, воздушная петля и сюда же столбик с одним накидом. Все, ниточку отрезала, вот так вот мы присоединили. То есть вот покажу, вот эти половины, вот эта половинка, сзади половинка, и у нас по рукаву, по пройме вот эти все места между мотивами нужно заполнить половинками мотивов. Ниточек будет очень много, к этому приготовьтесь, конечно. Так, и я, значит, на этом рукаве уже обвязала все, оставила как раз те, которые у меня под мышкой, под частью подмышки, чтобы вам показать, потому что здесь 2 мотива будут соединяться в одно место. То есть вяжем половинку и присоединяемся. Ага, вот у меня тут уже присоединена одна половинка. И сейчас я покажу, как с другой стороны зеркально присоединить вторую половинку. Вяжем первые 2 ряда половинки. Я провязала 2 ряда половинки мотива. Вот у меня зона подмышки, да? Под первую половинку мотива я прикрепила, а теперь у меня вторая половинка зеркальная. Начинаем мы с соединения между мотивами. Сюда получится у нас дважды соединяться. И нужно подтянуть ниточку, чтобы она не провисала. Воздушная петля. Провязываем сюда же
столбик с одним накидом. И дальше по такому же принципу 3 воздушные петли, столбик без накида, воздушная петля, в первую арочку присоединились, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, в следующую арочку соединились, воздушная петля, в эту вот арочку, 3 воздушные петли, провязываем первый незаконченный столбик, второй, все 3 петли вместе, воздушная петля. И вот в это соединение между большими мотивами соединяемся, воздушная петля, и продолжаем в нашу угловую арочку вязать 3 воздушные петли. Так. И следующие 3 арочки мы присоединяем с большого мотива. Три воздушные петли. Так, в вершинку столбик с одним накидом, воздушная петля, и вот в эту арочку присоединяемся и заканчиваем еще один столбик. Далее петельку закрепительную отрезаем. Все. Вот. Все половинки у меня теперь связаны. Так это будет аккуратненько все смотреться. Конечно, все это будет обвязываться. Значит, сейчас я пойду убирать кончики. Как я убираю кончики, сейчас покажу. Я как-то показывала, сейчас еще раз покажу. Их будет очень много. Все выводим на изнаночную сторону. Кому удобнее, можете убирать сразу. Вот. Я не убирала сразу, поэтому на это, конечно, потребуется часа 2, может быть, даже больше. Я вывернула топ на изнаночную сторону. Вот здесь я уже убрала хвостики. Видите? Идеальная изнанка. Ну, а теперь давайте посмотрим, как я убираю кончики. Я еще разочек вам покажу. Вот берем хвостик, который нам попался. Иголочку с широким ушком. Вдеваю эту ниточку. Почему я ниточки всегда стараюсь оставлять подлиннее, именно с этой целью, чтобы в иголочку так расслоилась ниточка. Сейчас я вдену. Итак, вот я вдела, но чтобы этот кончик свободный был покороче. Значит, вот мне нужно убрать здесь узелочек. И вот этот узелочек нужно подтянуть, чтобы он был именно на изнанке. Вот так захожу между столбиков и иду вот как раз к этой группе, чтобы здесь и спрятать. Вот под всю эту группу заходим. Оп. То есть как вы видите, так вы и заходите. Ну, нужно ее немножко попутать именно с той целью, чтобы ниточка не вылетела впоследствии носки. Я все время вот стараюсь походить подальше, повитиевать, чтобы ниточку запутать. Опять в эту сторону пойду сейчас. Можно вот сюда еще спуститься. Вот. Я ее запутала. И теперь прям под корешок нужно ее отрезать. Все. Потом она еще расправится. Вот. И в результате и не будет у вас видно
этого кончика. Но уже если спрячете, не найдете. Это уж точно. То есть самое главное походить, да, маршрут свой так построить, чтобы он был не только в одном направлении, но в разных направлениях. И вот так все кончики убираем. Дальше, как я буду обвязывать свое изделие, я вам тоже покажу. И последнее, что нужно сделать в нашем изделии, это обвязать, значит, пройму обвязать, низ изделия и горловину. Пройма и горловина у меня будут обвязаны одинаково. Это вот такими веерочками из столбиков с 5 накидами. Низ изделия, он у меня и так неровный. Это, да, вот эта открытая часть мотива. Здесь я обвязала одним рядом столбиков без накида. Я думаю, после стирки ВТО здесь это все, конечно же, разровняется. Итак, сейчас я покажу, как обвязывать. Первый ряд подготовительный. По горловине я обвязала ряд столбиками без накида. И второй ряд. Пропускаю 2 столбика в третий. Провязываю 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 2 столбика в третий столбик без накида. Пропускаю 2 столбика в третий, опять веерочки, 5 столбиков с одним накидом. Два пропускаем в третий столбик без накида. И вот так по кругу я сейчас обвяжу горловину, и все, мое изделие будет готово. Сразу же пойду его постираю, и вы уже увидите, как это изделие смотрится в готовом виде на мне. Когда я примерила свое изделие с обвязанной проймой, то есть в виде маечки, мне не особо понравилось, и все-таки я захотела сделать себе рукав, небольшой рукав, поэтому я распустила всю обвязку по пройме, и вот эти все половинки, которые я вязала, я их тоже все распустила. Значит, далее что я сделала? Вот здесь вот внизу проймы, когда мы вяжем отдельно 2 ряда мотивов в высоту, у нас вот здесь тоже получается дырочка. Я связала маленький мотив и эту дырочку закрыла, соединив 2 больших крайних мотива вот здесь в 4-ю точку, так скажем, да, для маленького мотива. Здесь я соединила. Таким образом я уменьшила свою пройму. Теперь она меня вполне устраивает, какая есть. И связала поверху 2 мотива, прикрепив вот у меня по лицевой стороне сюда один мотив и по спинке к верхнему мотиву по одному целому мотиву. Дальше я немножечко думала, как мне вот в этой части быть. Я связала, и вот в этой части я связала 2 больших мотива, прикрепила сюда, закрыла все вот эти вот отверстия. У меня получается 3 маленьких мотива по рукаву. Примерила, и получился рукав колокольчиком. Мне такой вариант, конечно же, не устраивает. Мне нужен обычный рукав. Вот здесь он у меня уже связан. И когда уже в ходе примерки, то есть я держала, убирала лишнюю часть, я поняла, что мне нужно здесь половину мотива. Мне целый мотив не нужен. И я связала здесь половинку мотива и прикрепила его к верхнему большому, получается, мотиву. И вот здесь вот, который оставшейся части. И с той стороны сделала точно так же.
и соединительным швом, то есть соединительными петлями сделала шов. И когда уже сделала шов, вот так вот посмотрела и думаю, господи, ну здесь же нужно было связать один большой мотив. Но, как говорят, умная мысля приходит опосля. Никак что-то он мне не давался. Но я связала 2 половинки, и потом уже у меня вот эти были мотивы маленькие готовы. Я их сразу тоже здесь соединила и только потом уже рассмотрела. Но нет, говорю, я уже распускать ничего не буду. Меня это никак не смущает, ничего такого здесь нет. Небольшой шов, как бы это рукав, ничего страшного. Но как бы вам я говорю, что в нижнюю часть можно связать еще просто один мотив. Но я еще вот сюда буду полмотива вязать. Я хочу сделать рукав прямой с обвязкой, как на горловине. Значит, как прикрепляется вот этот третий мотив по рукаву. Значит, у вас 2 верхних мотива, и вы вот вяжете большой мотив, который будет в нижней части, под рукой, так скажем, да? Я прикрепляла, начинала прикреплять вот отсюда. Так, давайте вот здесь покажу. Так будет понятнее, потому что здесь открыто. То есть вот у меня здесь мотив и вот эти вот половинки. То есть как я прикрепляю. Вот когда вы свяжете большой мотив, мы будем прикреплять с вами. Вот отсюда я начинала скреплять. Вот раз арочка, 2 арочка. А это вот будет третье вместе соединения. То есть у нас будет 1, 2, 3. Дальше 4, 5. Вот здесь по нижней части 5 соединений. 1, 2, 3, 4, 5. Соединили. Далее мы вяжем, оставляем 2 арочки свободные для маленького мотива. 2 арочки пустые. Оставили. Посмотрели вот у этого мотива, здесь тоже 2 арочки должны оставить. И далее прикрепляемся в 3 арочки. 1, 2, 3. Так. Далее вяжем еще 2 арочки свободные. И прикрепляемся. Отсчитываем уже здесь в эту сторону. 1, 2. 2 свободные. И вот эти 3, с этими 3 мы соединяемся. Вот у нас здесь все получится по кругу. То есть у нас получится здесь отверстие для мотива. И так, подождите, чтобы я уже запуталась с этими маленькими мотивами. Вот мы прикрепились, когда, да, у нас с этой стороны отверстие и с этой стороны. И вверху, то есть 3 маленьких мотива. Да, то есть вот по большому посмотрим. 5 соединений. Далее 2 свободных, 3. Далее сюда вяжем в эту сторону. Здесь 3 раза соединились. И у нас вот здесь 2 арочки получатся свободные. Все. И далее маленькие мотивы соединим. 3 их будет по рукаву. И половинку мотива вот сюда я свяжу. Только в эту часть. Здесь уже у меня не получится. Но хочу вот здесь поверху связать. Потому что примерила, ну как бы он очень открытый, и мне не нравится. Посмотрим, что получится. И по традиции в конце я хочу вам сказать. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы. Я хочу сказать также всем вам большое спасибо за ваши комментарии, за ваши добрые, теплые слова и пожелания. Мне безумно приятно. Большое вам спасибо. Благодарю всех за просмотр. Ну а мы с вами обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока.